Доброе утро, ребята! Сегодня у нас пятница, около 8 утра. И вот мой завтрак на сегодня. В принципе, все как обычно. К сожалению, у меня уже закончилась моя арахисовая паста. Выложила сюда 1 ложечку столовую. Здесь у меня также полстакана овсянки на воде. И немного добавила корицы. Вы любите корицу? Я вот тут полюбила, потому что корица здесь вообще везде, во всех супермаркетах. Даже на заправках можно в кофе добавить, так что я ее люблю. И также у меня здесь белки 3 яиц. Я обычно как бы кладу ложку овсянки в рот, закусываю яичком. В общем, все это у меня так одновременно получается. В общем, это фейл. Я как-то села разложить всю свою косметику, подготовить все на завтра, выложила свои волосы на прядях. И вдруг поняла, почему-то мой цвет волос немножечко смылся. И я стала такой рыжевато-непонятным цветом, короче говоря. Я не знаю, как я это не предугадала, честное слово. Поэтому мы быстро с Димой съездили за кисточкой для покраски волос и всяких вот этих вот штучек. Слава богу, у меня были вот эти вот перманентные краски. Я их смешала, у меня до сих пор руки трусятся, потому что в первый раз я вообще красила сама самостоятельно свои волосы. Сейчас, кстати, блин, чтобы не прозевать, почти ровно час. Короче, полчаса я подержу эту краску. Я ее намешала, честно говоря, на взгляд, так на глаз. Покапала вот эти 2, получается, краски. Это Poison оттенок и Violet Dream. Я попыталась сделать что-то похожее, но чтобы не было, опять же, вот этой яркой красноты, потому что пряди у меня такие более приглушенного оттенка. Посмотрим, что будет. Через полчаса вымою голову, высушу, потому что, блин, времени на это, честно говоря, нет. Скоро ехать нужно будет на 6 часов. У меня осталось... Ну, в общем, почему? Почему? Я тут сейчас раскладываю все на завтра, подготавливаю себе, чтобы там утром рано не шуршать. Да, как вам моя супер-мега шапочка. В общем, я себе также решила сейчас устроить перекус. У меня здесь 2 рисовых хлебца с 2 столовыми ложками хумуса и немного огурчика. Тоже попью чай вместе с этим. Блин, вот угораздило меня, да, последний день красить волосы. Ну, а что делать? Потому что свои реально отличались. Даже если бы они там перемешались, то не знаю, что-то как я не предугадала, почему мои волосы быстро так смоется краска. Ничего страшного, надеюсь, там как бы все нормально. Краска, кстати, очень приятно пахнет. Посмотрим, как она будет держаться. Ну, она все равно тоже должна смываться, но краситься самостоятельно не так уж и сложно показалось мне. Так что, если мне понравится оттенок, если все будет хорошо, то я, наверное, буду самостоятельно поддерживать цвет. Может быть, только за какими-то процедурами буду ходить там уходовыми в салон, а так цвет можно самостоятельно поддерживать. Так, я сейчас перекушу перед отъездом. Здесь у меня курочка, сваренная куриная грудка, без соли, просто сверху посыпаны приправки мои любимые. Немного горчицы, салат, арахис, огурец и зеленый перец. Вспомнила. Ничего нового, ничего интересного, все очень скучно. Кушаю, набираюсь энергией и будем уже выезжать скоро. Фу, боже, какая жара. Это что-то невыносимое. Я накрасилась за 300 лет, наверное, уже не красилась. Забыла уже, как это все делается. Сейчас будем выезжать. В гостинице будет этот весь чек-ин. Встреча со всеми атлетами. Мы прям выезжаем очень заранее, потому что вот этот промежуток 5-6 часов вечера, тут просто нереальные пробки везде. Рабочая вот эта перевозка. Мне еще вообще-то нужно купить лак для волос. Я уже заколебала Диму, честное слово. Я его уже заколебала так. И себя этим всем.
хочется поскорее, чтобы это все закончилось. Так, в общем, я уже в отеле, где будет происходить вся встреча. Меня уже измерили. Так, 5,7, в общем, по меркам здесь США. Я думала 5,8, кстати говоря. Ну, усохла, видимо. Так что сейчас ждем общей встречи. Здесь уже столько людей. Я, конечно, нарядилась, капец как, потому что тут девчонки все в шлепках, в шортах, кто-то в гриме уже, такие уже на расслабоне. Я вообще при полном параде, непонятно почему. And then your family will come and ask for a refund on your ticket. And we don't give refunds on tickets. Так, я уже дома, наконец-то. Как-то было не до съемок там внутри, так чуть-чуть вам засняла на телефон. Ну, ничего серьезного на самом деле там не было. Там как бы вначале такая вступительная речь была, представляли людей, которые всем этим руководят, как это все будет происходить, главное, чтобы вы не опаздывали, тра-ля-ля-ля-ля, все в этом роде. Рассказали, что вам нужно делать по очереди. Вначале я купила себе NPC-карту, мне выдали вот такой вот желтый листочек, ну и потом пошла просто к стенду, где надпись бикини, там все были категории. Перед этим я измерила, кстати, свой рост, я вам сказала, 5,7. То есть, я не знаю, сколько это в сантиметрах, но 5,7. То есть, меня поместили в категорию D. По-моему, она самая последняя, то есть A, B, C, D категория. И, кстати, я встретила свою подписчицу. Если ты смотришь, привет. И она будет со мной в одной категории, так что прикольно. Я просто сидела там на стуле, и сзади меня Таня, Таня. Я такая, вау, вот это да. И также выдали бейджик специальный для атлетов. То есть это специальный пропуск, его ни в коем случае нельзя терять или давать кому-то, потому что будут серьезные проблемы. Чуть, наверное, ближе ко сну, где-то к 10 нанесу, пойду первый слой грима. Перед этим, конечно, приму душ хорошенько с скрабиком вот этим вот зеленым. И сейчас пойду перекушу, наверное, что-нибудь. Так что вот такие вот планы. Итак, я сейчас собираю себе еду на соревнования в свою сумочку любимую. Обожаю эту сумку от Six Pack. Это, кстати, какая-то линейка от какой-то бикини. Я, честно говоря, даже не знаю от кого. Итак, что я с собой возьму покушать? Я возьму, естественно, с собой один прием пищи. В этом приеме у меня будет целая куриная грудка вареная. Ее я полила соусом табаско и много огурчика. Я возьму с собой рисовые хлебцы. Они слабосоленые, на которые я буду мазать себе арахисовую пасту. Я не вижу смысла брать целую банку. Взяла с собой приборы, чтобы это все, чем это вообще кушать. Сладенькое, вот такие вот мини-кит-кат. Перед сценой буду кушать, чтобы поднять себе настроение. Конечно, я возьму с собой бутылочку водички, не слишком большую. Здесь у меня 591 мл, и я ее буду пить маленькими глоточками. То есть вот совсем по необходимости, но в то же время не буду себя морить жаждой. Блин, вроде бы так подумать, эти соревнования столько времени, столько сил и эмоций занимают, что ну как-то это слишком иногда кажется. И просто главное, чтобы это как-то хотя бы, ну, не то чтобы окупилось, чтобы хотя бы эмоции какие-то я получила от этого всего. Для меня как-то вот это внимание и оценка судей, может, не так важна, как просто для себя сделать какой-то вызов, вот добиться тела, которого у меня никогда не было ранее, каких-то вершин и ступеней, да, потому что я не собираюсь останавливаться на достигнутой кондиции моего тела, как-то так. Но если вот честно сказать, то меня больше всего в таких вот соревнованиях напрягало то, что меня кто-то должен оценить. Как-то это странно, может быть, звучит, когда ты идешь на конкурс какой-то, потому что для меня главная оценка моего тела — это, не знаю, мой муж, его оценка, чтобы я ему нравилась. Ну и как бы мне главное нравится самой себе. Ну а понравится ли отделение моих ягодиц от бицепса бедра дяденьки за столом, ну как бы не знаю. Если понравится, я не против, а если нет, то извините, я рада своей попе и ногам, и прессу, и так далее. И мой муж этому тоже рад, так что я уже победила для себя и для моего мужа. Ну что, я приняла душ, такое впечатление, что я никогда так сильно не мылась.
В общем, я проскрабировала все тело вот таким вот скрабом, тоже от Protan, это вот такая вот серия. Его, кстати, у меня уже осталось не так уж и много. Так, что я буду делать дальше? Я возьму глубокую емкость и буду потихонечку выливать, наверное, сейчас 1/3 вылью вот этого средства. В общем, это Base Coat, то есть базовый тон, и буду наносить его вот этой вот губкой. Такими движениями, знаете, буду макать вот этот крем, эту темную водичку в этой емкости, немножко буду выжимать эту мочалочку и вот такими круговыми движениями буду наносить по всей коже, кстати, очень приятно. И в первом слое я буду избегать область подмышек, чтобы они не были слишком темными. А уже утром я нанесу, рано утром я нанесу еще один такой слой, и вот тогда я разочек, вот совсем легонечко промажу подмышки. Не буду, наверное, снимать весь этот процесс, потому что я буду голенькой, как бы мне так удобнее будет все промазать. Ну и покажу вам в итоге, наверное, конечный результат, но он будет темнее, когда я уже завтра проснусь, потому что этот слой должен как-то впитаться, что ли. И уже там на соревнованиях нанесу уже такой вот топ-коут, вот это такая как бы помпа, пенка, наверное, чтобы грим стал еще темнее. Боже мой, кстати, это я еще оттерла пальцы от грима, потому что они вообще были чернющие, я просто не догадалась, сняла рукавичку и начала что-то там мазать дальше. И, кстати, помогло мне жидкость для снятия лака просто. Ну, как бы оно более-менее растерла то, что у меня здесь было. Так, ребята, я, наверное, пойду уже спать на свою темненькую простынку, и мы встретимся с вами завтра. Завтра у меня начинается в 4 часа утра, да, потому что мне нужно время на то, чтобы сделать еще один слой, сделать макияж, прическу, в общем, собраться, поэтому я встану так пораньше, не хочу спешить никуда, чтобы все было очень спокойно, просто без всяких нервов и спешки, я так люблю. И мы поедем тоже заранее, где-то в 8 мы будем там, я хочу просто пофотографироваться, сделать видео, ну, в общем, все такое. Так что вроде бы настроение хорошее, боевое, спасибо за вашу поддержку. Огромнейшее спасибо, я получаю слова поддержки и напутствия, удачи в комментариях, личных сообщениях, просто везде меня заваливает ваше сообщение. Спасибо вам большое, завтра мне это все очень-очень пригодится. Держим за меня кулачки, ну, в принципе, завтра ничего-то не будет, как бы будет просто, ну, все равно первый раз как бы на сцену, но это уже все будет. Итоги уже все будут в воскресенье, но все равно будет, конечно, все интересно. И мы с вами встретимся завтра. Юху! Все, ребятки, всем удачи. Пока-пока.